Так, возвращаясь к вопросу об испанских контрактах на связь, сразу должен оговориться, забыл, вернее уже привык к этому. Есть контракты, которые предоплачены, они, соответственно, вот ты платишь и, по сути, пользуешься, как сказать, ну это скорее туристические контракты, то есть им нужен твой паспорт, но в принципе это может быть любой паспорт. И симку тут продадут на любой паспорт и россиянину. Опять же, вот я могу сказать, насколько через жопу сервис здесь построен. Извините за мою грубость. Насколько сервис через жопу построен в Водафоне. Я вспомнил только что. Мальчик, из-за того, что у них несовершенная система вычислительная, мне и еще нескольким россиянам оформлял контракты на сим-карту. И он взял и написал, у нас номер паспорта длиннее, чем количество цифр, которые можно в Водафоне воткнуть в поле. И он взял на свое усмотрение, сократил наш паспорт. Причем одному сократил одним образом, другому сократил другим образом. То есть сделал таким образом, что мы вводим свой паспорт, а нас не пускают в клиентскую область Водафона. Это, кстати, еще одна проблема. У Водафона, как и очень у многих компаний, например, у Фейсбука, хрен ты пожалуешься, если ты не пользователь их системы. То есть, если в Водафоне ты не внутри клиентской зоны, ну, в смысле, клиент не зашел в их систему как клиент, ты не можешь оставить жалобу в форме. Тебе нужно искать вот это, как было в моем случае, email, потому что я же расторг контракт с Водафоном и, соответственно, уже не мог зайти в область для клиента. И вот я искал email, все такое. Кстати, обратите внимание, что если вы будете жаловаться, жалуйтесь до того, как вы расторгнете контракт. Опять же, а контракт, чтобы расторгнуть, там, по-моему, нужно куда-то звонить. То есть, ну, абсурд, если у тебя есть доступ в клиентскую зону, письменный, то есть ты на компьютере можешь зайти. Зачем тебе куда-то звонить и пытаться объяснить, что ты хочешь расторгнуть контракт? Должно быть более-менее все однотипно. С моей точки зрения, как бывшего руководителя техподдержки и бывшего руководителя телеком-оператора. Уж извините, коллег я должен критиковать. Я знаю, как это должно быть хорошо. Возвращаясь к Водафону, как они оформляют клиентов, только что вспомнил. Вот они вписывают паспорт на предоплаченный контракт, который не по идентификатору испанскому, а по твоему паспорту, сокращая его любым произвольным образом. И, соответственно, вы, когда будете покупать, если, не дай бог, вас угораздит по непонятной причине связаться с Водафоном, что я вам категорически не рекомендую, спрашивайте у них, каким образом они воткнули ваш номер паспорта, как они его сократили. Что еще важно, контракты делятся на те, которые с постоплатой. Ну, то есть, соответственно, те, которые привязаны к вашему айбану, то есть банковскому счету. И некоторые требуют именно испанский счет, некоторым достаточно европейского счета, то есть айбана. И вот, если вы на постоплате, как теперь я просто экономлю деньги. То есть, как только у вас появляется НИЕ или ТИЕ, какой-то идентификатор, бегите менять ваш контракт. Так вы сэкономите деньги. Но будьте готовы к тому, что оператор будет списывать у вас со счета деньги непонятными частями. То есть он может списать меньше абонентской платы, потом он может списать больше абонентской платы. В какие дни он будет списывать, тоже непонятно. С Водафоном это была постоянно чехарда. Вот и ровно это он и делал. То больше спишет, то меньше спишет. И непонятно, за какой он месяц списал, почему на такую сумму. Вот поэтому я и ушел от него. А они мне отомстили, просто ограбив.